Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня мы продолжаем мучить 400-ку. Сейчас в данный момент будем снимать карбюратор, потому что под мембраной обнаружилось нечто страшное. Сейчас вставлю кусочек видоса. А лично у меня сегодня будет день суппортов. И начал я его еще до рабочего дня. Сейчас на улице пошел дождик. А еще до рабочего дня я приехал и поменял передний левый суппорт на своем Фиате. Потому что я собирался это сделать 2,5 года. И совсем стыдно уже стало ездить. Скрип просто дикий, слышат все. В пробках стыдно. Короче, я наконец-то это сделал. Надеюсь, что скрип я победу. Ну да, вы поняли. Я буду сегодня готовить к сварке партию 5 задних суппортов от Skywave. У меня уже накопились под ремонт, новая партия. Я их сначала почищу, разделаю, они уже отмытые. Далее буду варить и попробую показать вам весь этот процесс. Приятного просмотра. Итак, сегодня по плану я начну ремонт задних суппортов Skywave Burgman. Моя задача подготовить их под сварку. То есть сточить все ненужное и зачистить от краски всю околошовную зону, чтобы был чистый алюминий. Далее наплавить и отвести в фрезеровку. Я учился варить алюминий у одного очень известного и классного сварщика. На ютубе он известен как Иван Тиктула. И у меня осталась тетрадка, как шпаргалка со всеми сварочными настройками. Я, правда, ее уже не открываю, потому что со временем я ее выучил. Но она начинается со слов. Самое главное в сварке алюминия – это подготовка под сварку. Поэтому начнем. Для того, чтобы это сделать, во-первых, я воспользуюсь хорошими защитными очками. А производить подготовку основную я буду пневматической бормашинкой. Здесь нужен серьезный инструмент. Делаю я это вот так, сидя на табуреточке, просто потому, что с пола это все убирать проще. Чем ниже это все находится, тем меньше разлетается. Ну что, поехали. Делаю такую грубую подготовку на всех суппортах.
По итогу я подготовил сегодня 5 суппортов. Завтра я повезу их к фрезеровщику в порядке очереди. Как уж у него получится, он их сделает. И мы будем ждать новых клиентов на их установку. Суппортов большей части там на старые 400-ки, там и на самые распространенные 650-ки до 2009 года и на 400-ки К7 у нас пока достаточно. У нас самое главное, почему я делал такую маленькую партию, это у нас только один единственный суппорт на 650-ку после 2009 года, поэтому необходимо было сделать, чтобы он был в наличии. Этот суппорт мы поставили нашему питерскому клубному товарищу, который через Москву проехал и дальше поехал на юга отдыхать. Вот, и, соответственно, есть запрос сделать еще один скутер, а мне нечего ему поставить, потому что они тоже уже устают. И там суппорт стоит внизу, я бы сказал, что он даже чаще помирает, просто мопедов этих меньше. Но ничего, сделается как сделается. Человек вот хотел привезти мопед оставить, и я думал, что мы сразу и его суппорт туда закинем, но что-то не доехал. Как-то непонятно. Ну, неважно. Все равно делать надо, и выбора все равно нет. Вот. Еще вот к нам сегодня приехала такая вот 650-очка. Такая вот колхозненькая немножко по электрике. Вот такой вот очень не люблю. Пластик мучились, снимали, добирались. Вот. Так и не сняли до конца. Такое вот у нее сиденье некрасивое. Клеим заднее колесо. В двух местах нашли железки. Такая вот у нее передняя резина. Будем ставить бэушный нормальный передний баллон. Что-то весь мопед какой-то уставший. У нас здесь проблема с датчиком положения щеки. Мы здесь 10 тысяч назад собирали варик. Клиент разобрал этот скутер сам. Не смог собрать нормально и привез нам. Мы это дело привели в порядок, но, конечно, он такой уставший. Не знаю, насколько будет видно на видео, но смотрите, я попробую показать. У него тормозной диск толщиной 2,5 мм. Производитель рекомендует менять его на новый при толщине 5 мм, а новый тормозной диск 5,5 мм. Я, в принципе, многое могу понять. В российских реалиях диски катают до 4,5, ну до 4 мм. Но дальше я уже приговариваю под замену 100%. Здесь же вот он, получается, если допуск на износ полмиллиметра, а он тоньше нового на 4 мм, получается, он в 8 раз перекатал свой ресурс. Это, конечно, стрёмно. Повезло, что нету трещин, потому что диски у них бывают с трещинами. Такой вот тут какой-то колхоз топливной магистрали, но работает, мы не трогаем. Короче, у меня здесь уже нету никаких иллюзий насчет состояния. Очень она такая печальная, усталая. Но, честно говоря, глядя на ее заднее сиденье, я даже ничего не хочу говорить про приведение в какой-то идеал. Человеку надо, чтобы она была в рабочем состоянии. Но вариатор мы ему на ней делали уже. И сейчас с кое-какой мелочевкой ее продолжаем потихонечку доделывать. Также мы закончили 400-ку. У нее была проблема с карбюратором. Там были частицы разложившегося воздушного фильтра. Вероятно, они мешали работать. Как бы после чистки карбюратора работать он стал получше. Вот, а совсем хорошо он стал работать после того, как мы заменили свечу. Потому что свеча какая-то непонятная бэушная в этом собранном двигателе стояла, просто дырку затыкала. Как итог, видимо, она оказалась не очень удачная. И, собственно, после замены свечи вообще все стало достаточно неплохо. Все-таки углубляясь в проблему задних суппортов, сегодня утром, меняя суппорт у себя на машине, я подумал, блин,
Как же круто, когда можно просто, ну что-то около 7000 мне обошелся новый суппорт, да, не оригинальный, но новый, что это, кусок чугуна с резинками и поршнями. Как же круто, когда ты можешь за 6000 просто пойти и купить новый суппорт. Я никогда, по-моему, на машины себе новых суппортов не покупал, мне как-то было не надо, вот. Но какой головняк, вот, конечно, на мотоциклах. Во-первых, запчасти стоят гораздо дороже, чем на автомобиле, потому что они не настолько массовые, а во-вторых, еще и вот проблема, что изнашивается алюминиевый корпус и так далее. У меня, кстати, на машине была похожая проблема на Бургманы, то есть у меня в чугунном корпусе суппорта износились посадочные места направляющей, и это факт, это действительно имеет место быть. Я не ожидал, я как-то раньше внимательно не осматривал, а сейчас внимательно пощупал и все понял, то есть замена была не зря. Но там больше места, там можно что-нибудь завтулить, придумать. Но и станки нужны посерьезнее, потому что деталей больше, этот суппорт надо как-то зажимать в какой-то фрезерный станок. Ну, короче, все тоже непросто. При стоимости в 7000 рублей реально проще выкинуть и купить другой. А вот при стоимости там 50 000 рублей, когда весь мопед стоит 200-300, конечно, уже будешь думать. Ну, это уже детали. Меня все время хейтят за ценники, за мои. Вот, вы знаете, я прям каждый раз, когда читаю такие комментарии, думаю, блин, надо еще, значит, цены поднять, чтобы вот прям люди, вот в понимании которых там почистить вариатор должно 500 рублей стоить, вот чтобы они вообще вот прямо с моими вот путями вообще ни при каких обстоятельствах не пересекались. Потому что это совершенно непонятно этим людям, что надо там купить или арендовать помещение. То есть я почти уверен, я вот сейчас купил помещение, да, но оно у меня из тех расчетов, то есть я совершенно не знаю, сколько этот гараж простоит, его могут снести завтра. И вот 2 года он уже у меня в собственности. Я купил его из тех расчетов, что я плачу аренду на 5 лет вперед. Вот. Оплатил аренду я как бы более 100 000 рублей. Тут такая интересная получается математика, что этот гараж надо еще содержать, надо платить там всякие взносы и всеми техническими вопросами заниматься, и ты совершенно не знаешь, насколько этого всего хватит. Беря на себя осознанно все эти риски, то есть параллельно куча затрат по сервису, когда ты много работаешь. Вот мы сегодня купили нефраз, нам привезли 100 литров, обошлись почти в 30 000 рублей. Как бы, ну, это такие вещи, которые никуда от них не денешься, то есть постоянно что-то моешь. Химия в мойку для деталей, примерно на 3-4 заправки, наверное, канистра стоит примерно 3,5, наверное, тысячи рублей сейчас. Ну, то есть постоянно у тебя есть расходы, их довольно много, и, естественно, тебе нужно их отбивать, и работы, в принципе, не могут стоить дешево. То есть, если ты еще и работы оцениваешь по низу рынка, то что вообще из себя представляет этот мастер, и что от него вообще можно ожидать? Мне вот это непонятно. То есть, я лично считаю, что если есть качество, то цена по-любому должна подтягиваться за качеством, иначе никакой мотивации делать хорошо у человека не будет ни у одного. И последняя интересная новость на сегодня. К нам приехал Бургман 200. Его пригнал Максим Ветер. У него есть тоже канал на YouTube. Но про его Бургман я попробую рассказать вам завтра. Завтра мы будем им заниматься, менять на нем тормозные диски, чистить вариатор. Я сам с этим мопедом сталкиваюсь первый раз. Он очень редкий, их мало. И очень интересно будет посмотреть и вам тоже рассказать. А с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке внизу в описании или в закрепленном комментарии. Но в любом случае обязательно подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий и нажми на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых интересных видео. Всем пока!